Wall Street Journal интересно тут рассуждает о тупике, в котором находится война Путина против Украины. Они, конечно, далеко не первые, кто тупик этот заметил. Пожалуй, что даже последние, после самых даже оптимистичных Z-авторов. Издание рассуждает об эскалации, о том, по какому пути война пойдет, расширению географии, ядерному шантажу или новой мобилизации. Мы тоже обсудим, какие у тупика могут быть последствия. Но сначала стоит поговорить о другом. Почему именно в этом году, хотя реальная стагнация на фронте продолжается минимум 3 года, почему именно сейчас вдруг всем стало очевидно, что война зашла в тупик, даже вон Wall Street Journal? Только прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании мы собрали способы по обходу российских блокировок интернета. Спонсирует это дело M-Card, выпускающий карты, работающие за границей. Еще скажу, что завтра, в субботу 30 мая, в десятках городов по всему миру пройдет уже 11-й раунд офлайн встреч зрителей моего канала. Они проходят без моего участия, их организуют подписчики. Встреча проходит в самых разных местах. Зайдите на сайт и посмотрите, есть ли запланированная встреча в вашем городе. Если нет, вы можете стать тем, кто ее организует. Ссылка в описании. Нет ничего хуже, чем амбиции, которые не просто не реализовались, а не реализовались публично. Прошлый год в некотором роде повторил 22-й. Многие из тех, кто потерял веру в способность Владимира Путина побеждать, снова ее обрели. Почему-то показалось, что раз уж Америка из игры вышла, то та самая армия, которая брала Часов Яр 1,5 года, теперь точно к осени возьмет, если не Киев с Одессой, то хотя бы Донецкую область. Хотя и разговоров о том, что Украина должна и вовсе капитулировать перед непреодолимой силой, тоже было немало. Некоторых слабых духом людей, которые начинают болеть за команду только когда та выходит в плей-офф, на этом моменте вообще поплавило. Про Юлию Латынину можно сказать, что она католик больше, чем Папа Римский. Больше восхищается Путиным, чем весь Z-телеграм. Это странная, непонятно на чем основанная, но поглотившая всех эйфория продолжалась очень долго. Но даже у нее нашелся предел. Прошло лето, прошла та самая осень, в которой Путин обещал Трампу все захватить. Пришла зима, и стало ясно, что ничего не изменилось. От 2025 года одни ждали мира, другие большого продвижения, но в итоге это просто еще один год войны. Что многих, конечно, потрясло, в том числе и тех, кто ждал мира. Потому что воцарение Дональда Трампа, который был готов объявить Путина несчастной жертвой подлого Байдена и отдать тому все, что он успел захватить, это очевидный поцелуй судьбы. Никто в своем уме от такого не отказывается. А раз уж отказался, значит никакого мира при Путине можно не ждать. Потрясло и тех, кто ждал какого-то стратегического наступления. Если уж Украину кинул главный ее союзник, если у нее проблемы с деньгами, с личным составом, частично перекрыты поставки, разведданными не особенно делятся. Если условия вашего противника объективно стали хуже, причем сильно, но вы все равно долбитесь в лесопосадку месяцами, значит вам уже ничего не поможет. Что еще может произойти? Америка вам должна прям оружие поставлять, что ли? Прям вот в Россию? Химарсов прислать или чего там? Ощущение тупика связано не столько с фактическим положением дел на фронте, которое не меняется 3 года уже, сколько с тем, что все хорошее для Путина, что могло случиться, уже случилось в 25-м. Дружественный американский президент, политические кризисы в Украине просто один за другим. Ближайший советник Зеленского под залогом сидит. Европа запуталась в собственных ногах и месяцами не может согласовать выделение помощи и вообще больше занята какой-то идиотской борьбой с миграцией, а не войной на собственных границах. То самое НАТО, с которым ты бесконечно воевал в воображении, кознями которого объяснял свои неудачи, де-факто прекратило существование. Ну все, типа, иди воюй и побеждай. Но оказалось, что Путин не побеждает не ввиду каких-то внешних обстоятельств, а потому что не может. О чем без конца пишут Z-каналы. Их аргументы сводятся к тому, что идея захватить крупнейшую страну Европы той армией, что есть в наличии, нереализуема. Все те бесчисленные статьи и обзоры в западной прессе и у военных экспертов, как и нытье Z-каналов, появляются по 2 причинам. Во-первых, из-за перегретых ожиданий прошлого года. Во-вторых, из-за отсутствия событий в обозримом будущем, которые могли бы переломить ситуацию.
Очевидно, что Украина доминирует в производстве фронтовых беспилотников и очень быстро догоняет Россию в беспилотниках дальних. И в этом деле никак не зависит от поставок ЕС и США. Придут такие политики, сякие политики, победит в Германии АДГ или еще какие-нибудь чудилы. Это никак не повлияет на поля смерти, непроходимые территории, закрытые дронами. Никак не повлияет и на прилеты по НПЗ, нефтебазам и терминалам. Резко нарастить российскую армию количественно, минуя массовую мобилизацию, тоже невозможно. И это тоже все понимают. Случилось то, чего мы ожидали давно. Повышение выплат за подписание контракта больше не увеличивает число желающих его подписать. Все понимают, что Путин не хочет повторения 22 года, что мобилизацию он опасается как черт ладана. Никакого массового прибытия новых людей на фронт не случится. Помогло бы оно или нет, как пишут многие из тех же зетников, в нынешних условиях непонятно. Может, уже нет. Но никакой массы народу на фронте в любом случае не ожидается. Не ожидается не только прироста российской армии, но и роста в России производства. Российский ВПК давно находится на пике своих возможностей. Ту технику, которую профукали за 4,5 года, строили больше полувека. Никаких новых тысяч танков, орудий, бронемашин на фронте не появится уже. Неким, нечем и не на что строить ПВО в масштабах, потребных для отражения все нарастающих ударов украинских ракет и беспилотников. В этой части тоже ничего не изменится. Даже самые большие апологеты войны в этой ситуации не могут не задаваться вопросом: а зачем это продолжать? Чего мы ждем? На что сейчас надежда? Ну хорошо, они ждали, что украинская государственность падет. Сначала под, нашими ударами, а потом под внутренними противоречиями и коррупционными скандалами. Не пало. Ждали, что внешний мир отвернется от Украины, погрязнет в собственных проблемах. И частично, в общем-то, так и вышло. В лице США вообще отвернулся и погряз. Но это тоже ни к чему не привело. Ждали мобилизации. Она прошла, ничего особо не дала, а новой не случилось. Ждали кризиса в украинской армии, падения фронта. Каждый новый хутор описывали как последнюю крепость ВСУ, которая якобы куда-то открывает дорогу. Но дорога никуда не открылась. Те люди, которые в начале войны спрашивали: «Вы где были 8 лет?», теперь задают вопрос: «А где мы будем через 5?». И что характерно, они знают ответ. Там же и будут. В Малой Токмачке и Купянске. А откуда они это знают? Так они наблюдают за происходящим на фронте, где целый кусок Часова Яра, топонима из начала 23 года, до сих пор находится в серой зоне, а линия боевых действий пролегает в 12 километрах от Бахмута, который еще Пригожин брал. Да, сейчас продвижение российской армии сократилось почти до нуля. И это впечатляет западных экспертов. Они говорят, что новые тактики Украины явно работают. Но с точки зрения тех, кто войной этой живет каждый день уже 51 месяц, нет никакой разницы. 300 квадратных километров за месяц, 0 или минус 20. Фактически это все равно 0. То глобальное наступление, которое началось в 25 году, сразу по всему фронту, захлебнулось и привело только к тому, что счетчик трупов на медиазоне стал напоминать одометр дальнобойщика. Тупик – это никогда ничего не происходит и нет побед. Тупик – это когда нет идей и нет надежды. И теперь как раз тот случай. Помощь не придет. Ждать ее не надо. Каковы практические последствия? Точно не будет такого, что Путин решит закончить войну и не ухудшать свое положение дальше. Этого не случится. Да, Путин от войны устал. Он все реже возникает на публике и все реже светится, как новогодняя елка, рассуждая об очередных населенных пунктах и непременном выполнении всех целей специальной военной операции. Но, во-первых, мы знаем, что война для Путина выглядит иначе, чем для нас. Вертикаль российской армии – это вертикаль лжи и очковтирательства на каждой ступеньке. С уровня полковника и выше отметки захваченной местности продвигаются все дальше в область фантастики. Герасимов не только Купянск захватил, Герасимов уже сильно дальше, того и гляди, до Харькова дойдет. С точки зрения Путина прогресс, пусть и медленный, но все равно есть. Во-вторых, не надо забывать, что главный союзник Путина на протяжении всей его власти – это время. Его он себе отмерил бесконечное количество, а значит, по его мнению, рано или поздно какое-то чудо случится. Что-то, до чего надо просто дожить. Главное – не останавливаться и не признавать провал.
Есть последствия этого тупика для Путина и некоторые его даже решения, которого европейцы опасаются и опасаются правильно. Это решение развернуть войну на Евросоюз. Дать ей какое-то новое качество. Взбодрить армию и общество. Выдать хоть какую-нибудь победу. Пока этого не случилось, граждан война будет только больше раздражать. Все более популярным ответом во всех опросах будет как угодно, на любых условиях, по любой линии, но давайте заканчивать. Российское общество от войны не получило ничего, кроме реального и ощутимого снижения качества жизни. Получило прилеты беспилотников, отключение интернета, кризис. Это сирийскую войну можно никому не объяснять. Зачем, почему, когда это кончится и чего мы хотим. Но в случае войны с Украиной маниакальное желание Путина войну продолжать, готовность всю страну зафигачить в стену, лишь бы не заканчивать, станет нерешаемой проблемой уже этой осенью. Когда придется рассказывать гражданам, что они ой как хотят видеть при власти тех, кто хочет бесконечно воевать. Такое предложение не замотаешь политтехнологиями, не заболтаешь разговорами о стабильности. Потому что если стабильностью стала война, то такая стабильность никому даром не сдалась. Несчастная провоенная общественность будет все глубже погружаться в бездну депрессии и все чаще становиться клиентами ФСБ и Центра по борьбе с экстремизмом. Уверовавшие в победоносную войну становятся очень не к месту, ведь война есть, а побед нет и не будет. Само государство утратило фокус, не понимает, чего оно собирается достичь, при этом находится под возрастающей нагрузкой и, как следствие, будет все больше расхолаживаться. Все больше мы будем видеть примеров, как разные ведомства публично ведут противоположную друг другу политику. Одни пытаются сохранить в стране остатки связи, чтобы окончательно не долбануть экономику, другие стараются закатать все вражеские голоса в асфальт. Чиновники, олигархи, вся российская элита тоже с ужасом осознали, что вот это все вот теперь навсегда. Что никогда нельзя будет выдохнуть. Всегда надо ожидать спецназа ФСБ, ведь война не закончится, а значит не закончится и традиции военного времени. Легко вообразить, насколько деградирует государственное управление, когда вся вертикаль пронизана страхом. Наконец, финансы российского государства, что федеральные, что региональные бюджеты, не смогут сбросить с себя бремя военных расходов, которые будут расти вне всяких планов, вне всякой бюджетной политики. Потому что, как бы тяжело ни было, война не спрашивает, а просто требует денег. Сегодня больше, чем вчера, завтра больше, чем сегодня. Неважно, какие у вас долги, неважно, как много предприятий закрылось и как мало пришло с НДС. Главное последствие зашедшей в тупик войны мы увидим не на поле боя. Главным последствием станет явная для всех дисфункция российского государства, которая вроде бы что-то хочет делать, что-то заявляет, но на осуществление заявленного нет ни сил, ни средств, ни сырья, ни кадров. Безусловно, Wall Street Journal прав. Путин будет демонстрировать, что он еще что-то может, его государство и армия еще что-то могут. И выражаться это будет в ударах по Киеву. Потому что это единственный способ показать свою эффективность – расфигачить очередной дом, или рынок, или музей. Но на самом деле это лишь демонстрация отмороженности. А в том, что Путин отморозок, уже никто не сомневается. Просто теперь все знают, что отморозок он ни на что не годный. До завтра.